Приветствую вас, мои дорогие друзья, мои любимые люди. А тема расклада такая. Выйдет ли он на связь? Тот человек, о котором вы сейчас подумали. Я разложу для вас таро, с вашего позволения, и будет актуально именно тогда, когда ваш пальчик выбрал это видео. Смотрите вы, пожалуйста, от начала до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Выйдет ли задуманный, загаданный человек с вами на связь? Интересуется ли он вами? Думает ли он о вас? Что он к вам чувствует на момент просмотра? Посмотрим, какой человек сегодня, какой типаж мужчины хочет с вами взаимодействовать, выйдет на связь, чтобы с вами пообщаться. Мы спросим, позвонит ли он, напишет, назначит ли свидание, вернется ли, думает ли он о вас. Итак, выйдет ли на связь с вами загаданный вами человек. Я предлагаю делать так, как вам удобно. Можно, конечно, загадать, если вы хотите о нем подумать, или же просто послушать. Здесь может что-то новое открыться. То есть главное, чтобы вы отдохнули, чтобы ваш мозг увидел возможности для счастья. А те возможности для счастья, которые мозг ваш увидит в картах, они обязательно реализуются. А то, что не актуально, отбросьте за ненадобностью. Ведь если вы закажете за какие-то деньги, большие или маленькие, у кого угодно, будет то же самое. Что-то прорезонирует, а что-то и можно будет отбросить за ненадобностью. Так всегда работают расклады. Но у меня нет WhatsApp, и я не принимаю лично. Так что не сомневайтесь, здесь получите все ответы. Итак, выйдет ли он на связь? Колода хорошо готова, я ее приготовила, пока я с вами разговаривала. То есть 2 в одном флаконе, чтобы времени не терять никакого, да? И эти 3 карты покажут главные тенденции его желания, главные тенденции его желания. Он сейчас у себя в пространстве, может у себя дома или у себя где-то, где работает. Он сейчас свою силу проверяет. 7 жезлов – это у него 7 сил. Он думает о вас, у него есть страсть, потому что жезлы – это страсть. Мужчина страстно что-то желает. И следующие карты покажут, что именно страстно он желает. Но он сейчас выбирает силу, он выбирает, может быть, те слова, которые вам сказать. Выбирает те поступки, которые сделать, те объятия, которые вам дать. Да, мужчина креативный, нам очень нравится, потому что он выбирает силу. Он умеет вот это все, да, вот это все чувственное. Он может даже быть человеком каким угодно. Но вот такой артистичный мужчина, он нам очень нравится. Но он, наверное, такой субъект и есть, потому что вы его любите, это однозначно. 2 жезлов, еще одна карта жезлов. Вот он скучает по этой карте. Он мечтает встретиться с вами. По этой карте 2 жезлов он хочет встретиться или у себя на территории, или на вашей территории. Но он страстно желает сделать так, чтобы вы были как одно целое, да? Чтобы у вас было общее пространство. Может быть, он мечтает с вами жить, с вами помириться мечтает, с вами взаимодействовать мечтает, чтобы было тепло, уютно, чтобы душа к душе. Понимаете? Чтобы было правильное такое чистосердечное взаимодействие у вас. Потому что это дом, видите? И на пороге этого дома стоит он. Вы можете его здесь увидеть. Неважно, фигура женская, мужская, здесь женская, но неважно. Он стоит у порога своего дома и приглашает вас, говорит, приди, любимая. Вот так. Или, может быть, это вы. И я знаю, что у вас тоже есть такое ощущение, потому что вы человека любите, и вы говорите ему, приди, любимый. Я жду тебя. Красная дверь – это же страсть, да? Страсть, энергия, интерес. Интерес, у него есть к вам интерес, это точно. 3 карта очень интересная в этой колоде. Я очень люблю эту колоду. Знаете почему? Потому что она очень правдивая, и она идет к истокам. Идет к истокам справедливой духовности, где нет манипуляций, где нет использования людей. Потому что здесь карта, которая традиционно называется карта дьявола, называется nature или природа. 15-я карта дьявол называется природа. Я хочу объяснить значение этой карты именно в этой колоде немного другое. Хотя Райдер-Вейт – это же не религия. Там много есть намеков на христианство, но карты никогда не религия. Это символы, и каждый человек, он духовно сам по своему пути идет. Даже Христос говорил о том, что у каждого свой духовный путь. Но потом как-то
каждому как угодно его интерпретировали, бедный Христос, да. Когда пришли миссионеры в северные страны, они увидели в божестве природы, потому что природа – это божество, природа – это божественное проявление Творца. А резюме такое, что она однозначно божественна, да, это божество. Они увидели, вот там был такой олень с рогами, это символ летнего бога, да, природы. Они подумали, что это дьявол, но они тоже в темные времена жили, лучшего не знали, конечно, не со зла, ну, вот так, да. А теперь эта колода идет к истокам, и она говорит, что нет, это не дьявол, это божество природы. 15-я карта – дьявол традиционно. Ну, что второй? Дьявол не в том плане. Второй дьявол – это может быть, что мужчина хочет, чтобы вы по его правилам играли, манипулятор, использует вас, что-то не договаривает, даже может обманывает, да. Вот. А вот эта карта, она совсем другое означает. Она говорит, что он действует по природе своей. А по природе своей, что у него есть страсть к вам и желание встретиться. Очень хороший расклад, пока идет, да. И здесь стоит его ждать, потому что он выйдет на связь. Очень у многих проиграется. Выйдет ли он на связь и с чем пожалует, давайте спросим. Выйдет ли он на связь и с чем пожалует? С чем он пожалует, родной? С новыми идеями, потому что это туз меча. Туз – это новое что-то, новая пропозиция, новая энергия, новый проект. Он пожалует с тем, что скажет вам: слушай, давай начнем сначала, давай не будем ссориться, потому что мечи могут намекать на то, что, может, вы с ним поссорились недавно, да. И здесь он говорит: давай не будем ссориться, давай начнем сначала, давай будем по-другому с друг другом говорить. Мы уже знаем, какие слова не нужно говорить, потому что не триггеры каких-то неприятных эмоций. Давай будем по-другому с тобой говорить, любовно. В общем, он придет с пропозицией. Или же с чем он пожалует? Он придет, скажет: давай, может, попробуем жить вместе. Как мы узнаем, подходим ли мы друг к другу? Только так. Или же здесь он устранил какие-то причины, качели, разногласия, треугольники. Он придет уже с результатом, с первым результатом, потому что туз меча – это первый какой-то результат какого-то смелого поступка. Наконец-то мужчина придет со смелым поступком к вам. Это очень хорошо. С чем пожалует? Рукастый мужчина, у многих проиграется. Пожалует с тем, что он заработал для вас денег. Он заработал денег, может быть, на отпуск, чтобы вы вместе провели время. Только для вас двоих, там, где вам приятно и хорошо. Может быть, он заработал деньги, крупную сумму на какую-то крупную покупку, например, квартиру общую взять в ипотеку, первую выплату сделать, купить у застройщика всегда дешевле, да, пока строится. Ну, у нас так, не знаю, как у вас там. Оно не дешевле получается, но потому что долго квартира строится, она дорожает, пока строится. В общем, он уже имеет план, он имеет бизнес-план, а бизнес-план – это семья. Кстати, для двоих бизнес-план – это семья. Или же вы, может, уже живете вместе, уже семья, но он придет с бизнес-планом, как улучшить ваши взаимоотношения в семье, если вы женаты. Ведь у разных разная ситуация у людей. Семерка пентаклей – это он сейчас ищет возможность заработать больше. 7 – это поиск. 7 – это очень хороший номер, потому что он говорит, что он не сидит на месте. Он точно не сидит на месте, он приближает вашу встречу, он приближает возможности, он как бы просит звезды, чтобы сложились. То есть он на месте точно не сидит. Он приближает вашу встречу. Так, с чем пожалуешь? Тройка меча. Видите, эти карты, они мистические, они совсем другие. И, как вы знаете, тройка меча, там же разбитое сердце, там боль, тоска. Но здесь тройка меча – это совсем другая. Вы знаете, здесь вы подходите к дому, у вас в руках что-то есть. То есть он и вы что-то несете в руках. Вы несете, может быть, прошлые обиды по мечам, может, прошлую досаду на обстоятельства, на третьих лиц, которые могли вам мешать. Вы несете какой-то груз в руках, да? Вы смотрите, вроде жилье заброшенное, но там есть лампада. Эта лампада, магическая лампада, она означает, что вот сейчас откроется дверь, пусть это старое жилье, пусть это наследство от бабушки, неважно, но там есть лампада, там есть свет любви. И базироваться на этом свете любви будет то, что этот дом будет превозноситься
в апофеоз, в гимн любви. В этом доме будут строиться любовные отношения. Знаете, как птица строит гнездо, этот дом будет преображаться. Он станет жилищем любимых людей, где есть взаимопонимание. Потому что лампада Таро – это символ взаимопонимания, лебедь – это символ верности. Он верный вам. Если вы спрашиваете, может быть, он еще о ком-то думает, по этой карте я вижу, что он ревный вам, но была ревность, потому что 3 меча традиционно – это карта обид, ревности, боли какой-то. В общем, здесь в этом доме забито окно, видите? То есть это заброшенное жилище. Может быть, вам стоит забросить, не жить больше в обидах, забросить это жилище, забить этот дом, да. Но вы смотрите, и там у вас лампада до сих пор. То есть есть так, к сожалению, что мы как бы в позиции жертвы долго живем, а поскольку мы не знаем, как еще иначе можно жить на свете. Может быть, он в позиции жертвы, может, его на работе обидели, в семье обидели. Может быть, он не имеет своего места под солнцем, может, у него не идут дела, может, он самочувствие не очень хорошее. Но есть верность, там есть лебедь, я показываю вам карту, да. Итак, с чем он пожалует? Еще один туз, и это туз жезлов. Здесь такие вишни. Вишня тоже плоды, с первыми плодами. Конечно, всегда тузы у нас это начало чего-то, да, это что-то новое, это первая карта, это инициация. Первая карта – это как номер 1 в нумерологии, это инициация, начало, это желание, это страстное желание. А жезл – это страсть, желание, страстное желание, просто первичное какое-то, знаете, primordial, то есть самое такое базовое желание мужское к женщине. Ну, это такое желание, да, у него желание встретиться с вами, он соскучился, он хочет с вами встретиться, у него базовое желание иметь вас рядом с собой. А это у него как глоток чистого воздуха, вот такое желание. Так, что еще, с чем пожалует? 7 меча. Смотрите, опять это дом, как бы заброшенный, и теперь он подходит, а вы в доме. И он спрашивает разрешения, можно войти, может быть, я здесь лишний. Он боится, что он будет третий лишний. Он, может быть, вас ревнует, кстати. Он может думать, что у вас или виртуальный мужчина в голове, или еще какой-то мужчина второй есть. Третье лицо замешано может. Он волнуется, он спрашивает, а можно войти? Слушайте, я здесь вижу, здесь 2 карты. Я одну брала, но здесь 2 карты. Вот чудеса чудесные. 6 пентаклей. Вот смотрите, в 6 пентаклей видна какая-то несправедливость, которая была между вами. Или вас несправедливо очернили, или вас оговорили несправедливо, или вам дали ложную информацию, или ему дали о вас ложную информацию. Но что-то там пошло не так. Кто-то был замешан, третьи лица, чей-то интерес, чей-то шкурный интерес был замешан, поэтому что-то у вас пошло не так. Он сейчас спрашивает вашего разрешения войти в ваше пространство. Он говорит, я изменился, я исправился, я уже не тот, кто был раньше, я уже совсем другой человек, он вам говорит. Пустишь ли ты меня в свое пространство? Позволишь ли ты мне показать тебе на деле, что я тебя люблю? Позволишь ли ты мне тебя любить? Говорит мужчина. Это мощно тогда. С чем пожалуют? Это верховный жрец, Иерофант. Верховный жрец. И верховный жрец говорит, что будет помощь свыше. У вашей пары будет помощь свыше. Выйдет ли он на связь? Конечно. Верховный жрец буквально делает магию любви здесь. Он вызывает вашего мужчину на связь. Он говорит, что сейчас просит о всех стихий, 4 стихий, потому что верховный жрец взаимодействует с магией Солнца, именно по этой колоде, а верховная жрица с магией Луны взаимодействует и призывает 4 стихии на помощь. А это все стихии, на которых замешаны ваши и его гороскопы. Стихия воды, воздуха, земли и огня. И именно сейчас происходит эта магия, но это справедливая, честная магия, это магия высших сил, это магия привлечения любви. И верховный жрец сейчас творит это чудо, что он говорит мужчине, не упускай эту возможность, потому что именно с вами он будет счастлив. Именно с вами он будет счастлив. Верховный жрец говорит, что именно с вами он будет счастлив. Какой совет дадут карты? Это 10 чаш. Но это самая лучшая номерная карта в колоде, что касается отношений. Уже лучше карты нет. Потому что это карта идиллии.
счастливого выхода из ситуации, если была ситуация у вас любовная. Как я уже говорила, здесь много карт мечей показали, что у вас могли быть какие-то сложные ситуации, да, вот у многих может проиграться такое. И здесь по этой карте мы видим, что уже вы прошли трудности, уже все хорошо, вы уже счастливы, видите? Может быть, это карта свиданий скорых, встреч, позвонит, выйдет на связь, скажет, что любит, скажет, что соскучился, скажет, что хочет попробовать еще раз, если, например, между вами была какая-то ссора, были какие-то преграды между вами, какие-то обстоятельства. Это карта взаимодействия, когда люди не могут друг без друга, когда это не просто любовь, это любовь-дружба. Потому что дерево жизни, ну, как бы вы, как пара, видите, ваши спины, они against, мне не идут другие слова из других языков, ваши спины, они прижались к дереву жизни, а это намек на то, что вы породнитесь, если вы еще не женаты, и намек на то, что это любовь-дружба. Это такая любовь, которая на всю жизнь, когда не просто люди любят друг друга так, ну, чувственно, да, вы знаете, о чем я. Но когда люди тоже хотят взаимодействовать. Ведь, понимаете, вот как вот с нашими любимыми мы указываем им на недостатки, как бы это, как они как часть нас, но так нельзя. Нужно параллельно жить, но если вы сделали его частью, вы начнете то, что в себе не любить, в нем видеть, и это будет скандал постоянный. Так мы делаем как-то, а вот с другом так же мы не делаем, правда? Ну, как, если хотим иметь друга. Друга нужно поддерживать, мы это знаем, нужно поддерживать. И детей нужно поддерживать. Раньше мы не так были воспитаны. В общем, сейчас, слава богу, немножко лучше уже идет дело в мире. Еще далеко до идеального, но уже лучше. Давайте так будем взаимодействовать и с любимыми, потому что Таро нам уже 10 тысяч лет об этом говорит. Но люди... Это взяло так долго. Теперь век Водолея, все меняется в лучшую сторону, я знаю точно. И будет все лучше. Ну, Таро уже 10 тысяч лет говорит, взаимодействуйте с любимыми таким образом, что поддерживаете то, что работает. А то, что между вами есть различия, а различия есть у всех людей, не бывает двух одинаковых. Не нужно это толкать, не нужно на это внимание обращать, потому что различия убрать нельзя. Их просто нужно как бы инкорпорировать и знать, вал, туда мы не будем идти, потому что, ну вот так. Вот такой он человек, такой он возник из природы. Потому что природа, она выбрасывает варианты людей, да? Вот такой он возник, такой цветок возник, такое дерево, такой мужчина возник. Природа – это его род, это его детство, ну и основная жизнь тоже, но в основном это род и детство, это все. 99% он так себя ведет, как ребенок. Если он в детстве имел большие проблемы, он будет себя вести всю жизнь как ребенок в некоторых моментах. Можно, конечно, это сгладить, помочь, но если там было много трагедий в детстве, много плохого, некоторые места его не нужно трогать, потому что они взрывоопасны. Или это, может быть, речь о вас идет сейчас, не обязательно только о нем. То есть здесь вы взаимодействуете, и вы счастливы. Вы в мире согласия, вы счастливы. Потому что здесь есть в этом раскладе? Это что он идет, он прогрессивно все лучше и лучше, да, и говорит, что вот шаг за шагом ваши отношения будут улучшаться, и все придет к идиллии. Кто женат, у тех будет взаимопонимание. Вы перестанете ссориться, потому что научитесь правильно взаимодействовать. С каждым человеком надо взаимодействовать относительно того, какие у него болевые точки. Вот поэтому есть такое слово «любовь как милость». Любовь как милость милого человека. То есть знать, что у него есть болевые точки, есть такие моменты, в которых вы раздражаете друг друга. У всех людей такое есть. Нам кажется, что у других нет такого, если мы с ними не живем, пока мы с ними не живем. А когда мы с ними начинаем жить, мы понимаем, у всех это есть. И вот это настоящая любовь, вот это такая любовь. Когда весь мир к вам благоволит, вся природа, она дышит гармонией, счастьем, помогает вам. Здесь намек на природу ваши ангелы. Что ваши ангелы всегда с вами. Они, в принципе, если вы их послушаете внимательно, когда вы взаимодействуете с друг другом, ангелы вам подсказывают, что сказать, что сделать. Как сделать так, чтобы человек,
не обиделся, что ли, да? Потому что иногда бывает так, мы не хотим обидеть, но получается, потому что то слово, которое у нас реакции вообще не будет реакции, не возникнет реакция. Что-то у меня тону сегодня, уж простите меня. Я пробую быть как можно, как сказать, доходчиво говорить, да, потому что ведь есть разговорный язык, есть книжный. Книжным языком некрасиво говорить. Кстати, это плохой тон, даже кто не знает. Вот разговорный язык, так я на русском так только с мужем Николаем и с вами говорю. Так что у меня он не совсем идеальный, да, часто бывает. Вот, девочки и мальчики, вся природа взаимодействует, ангелы взаимодействуют. И это вот, что хотела сказать вам, что милость – это когда для вас эти слова, они вообще, это нормально. А может быть, это у вас есть скрытый страх. Вам кажется, что эти слова нормальные, да? Но у вас тоже эти слова вызывают обиду. Вы как жертва. Вы привыкли, что обиду нужно глотать, и глотаете ее. А вот вы ему сказали, а он возмутился. Может быть, вы себе такие слова не говорите. Не глотайте эту обиду. Никогда не нужно глотать обиду. Если даже он вас обидел, нужно сказать: слушай, эти слова, они вызывают во мне обиду. Я знаю, что это не хотел. Но именно вот это слово, вот это сочетание с этим выражением лица вызывает во мне вот эту реакцию. Извини меня за это, что у меня возникает реакция. Увидите, он совершенно по-другому себя будет вести. И когда мы начинаем больше заниматься собой, здесь были такие карты, вот вы идете к своему дому, ведь ваш дом – это ваше подсознание, вы его организовываете, вы там наводите порядок, не верите плохим мыслям. Называется negative self-talk. У вас только позитивный разговор с собой и так далее. У вас есть время на это. Когда мужчина видит, что вы занимаетесь собой, не только макияж, вообще косметика сейчас такая красивая. Я не в курсе дела, потому что мне это все не очень идет, но я не знаю. Я знаю, что очень красиво иногда смотришь, такая красивая косметика. Не в этом дело, девочки и мальчики. Это можно пользоваться для себя самой, да. Мужчине это нужно. Нашим любимым нужно наше доброе отношение к ним. Терпение, доброе отношение к ним. И тоже, когда мы занимаемся собой, в смысле, что как-то в своем мире, я не знаю, как-то живем своими радостями, удовольствиями. Они должны быть только общие все время, только ваши, свои. Ему нравится за вами наблюдать, он влюбляется в вас еще больше. Ведь мы же влюбляемся в таких мужчин. Вспомните свое детство. Какой мужчина или парень был юность, самый модный, все девочки влюбились, который собой занимался, правильно? Пофигист такой, да? Намек. Так что чем пожалует идиллия? Пожалует желаниями быть с вами, пожалует желанием любить вас, пожалует желанием выйти замуж, жениться, пожалует желанием, чтобы между вами счастье было, радости, взаимопонимание. Вот с этим пожалует. Очень многие проиграются, девочки. А я скажу в свою очередь, что я вас очень-очень люблю. Вы для меня просто любимые мои люди. И для меня огромное счастье и тоже честь огромная делать для вас расклады. Я надеюсь, что и вам в моей компании не скучно. Я вам желаю счастья. И я знаю, что мы точно и очень скоро увидимся. А сейчас я сделаю скриншот. Скриншот – это фотография этого расклада и помещу в самом конце, чтобы вы могли посмотреть на карты, что ли, ближе. Да? Хотя я каждую карту показывала отдельно. Будем видеться.